Как можно приблизить весну? Как можно сделать ее по-настоящему модной? Как привнести настоящее искусство в нашу настоящую, довольно обыденную жизнь? А можно ли этот арт-симбиоз потрогать? Еще в начале 20 века, когда мода и искусство стали взаимодействовать друг с другом, возникли арт-коллаборации. Еще в 1920-е годы Мадлен Вионе создала коллекцию платьев совместно с иллюстратором-футуристом Эрнестом Таятом. Эльза Скиапарелли в 1937 году представила свое платье «Лобстер», созданное самим Сальвадором Дали, что стало ярким примером сюрреализма в моде. А Ив Сен-Лоран в 1965 году создал платье с кубистическими принтами Пита Мондриана, демонстрирующее влияние авангардного искусства на высокую моду. Изначально эти коллаборации возникли между настоящими друзьями, художниками и их друзьями-модельерами. А получится ли у нас такое? Ближе к 21 веку арт-коллаборации начали использоваться и в маркетинге. Марк Джейкобс, будучи креативным директором Луи Vuitton с 1997 года, инициировал серию коллабораций с интересными промо-акциями. Примерами являются коллекции, созданные совместно с Такаси Мураками, Кусамой и Джеффом Кунсом. И это прекрасно продемонстрировало то, как современное искусство может менять модные бренды. Итак, в моей голове родилась коллаборация модного бренда с российским художником, живописцем, почетным членом Российской академии художеств Даниилом Федоровым. В этом доме на улице Вавилова, 65, на последнем этаже располагалась студия моих бабушки и дедушки, где они работали в 60-е, 70-е и 80-е годы. А этот дом, он был построен в 91 году, это дом художника, где находится моя студия. В этом доме работает много известных художников и Добро пожаловать, дорогие гости. Спасибо, что пришли, мне очень приятно. Мне хотелось бы сказать большое спасибо Владиславу Ананишеву за такой чудесный подарок, за такой красный платок. И покажу вам свою студию и работы. Наверное, правильно было бы начать с работ моих предков. Это балерина, она была написана в 1967 году моей бабушкой. И она очень много работала в Большом театре. Соответственно, она писала эту работу по тем эскизам, которые она делала, пока, значит, балерины так сказать, тренировались перед спектаклем. Следующая работа – это «Сушеная рыба» и «Окно». И вот «Окно» было как раз написано в той самой студии, в которой мы с вами сегодня уже были, на улице Вавилова, в той самой мастерской, где работали дедушка и бабушка. И вот, если мы внимательно посмотрим на это окно, мы увидим то, что это такое вот состояние удивительное перед вечером, перед ночью, такое вот полутень такая между днем и ночью. И работу эту написал мой дед, и она такая достаточно знаковая, потому что сам по себе дед удивительно умел правильно передать вот состояние природы, и в данном случае это натюрморт, но тем не менее, насколько он точно и правильно передал вот это вот вечернее состояние. Следующая работа – это работа моего прадеда «Цветы», а в углу мы видим работу моего деда, опять же, Владислава Георгиевича Федорова. Это послевоенная работа, и он написал ее сигаретой в красной рубашке. У него есть целая серия таких автопортретов, и это вот один из этих автопортретов. Ближе вот под ним мы видим две работы, которые написали и бабушка, и дедушка. То есть это одновременно, с одного и того же ракурса написаны две вещи. Но верхняя работа – это работа моей бабушки, а нижняя работа – это работа деда. И насколько интересно, видно две
разные техники написания работ. Если верхняя работа, она более такая нежная, пастельная, то нижняя работа, она более такая серьезная, более такая цветовая. Ее написал дед. Дед вообще был очень хорошим цветовиком. И здесь, конечно, мы видим, насколько глубоко проработана тень, насколько хорошо взяты цветовые сочетания темных тонов. В общем, конечно, работа очень... Немного рассказать про себя. В 2025 году я написал целую серию работ, связанную с членами моей художественной династии. Автопортреты всех. И вот, наверное, начнем с моего прадеда. Это Александр Ефимович Осипов. Он родился в 1892 году в Санкт-Петербурге, закончил Академию художеств императорскую. И вот мы видим такой вот у него интересный такой наряд. Это то время примерно, когда он только поступил в Академию. А здесь мы видим его жену. Мария была очень интересной, красивой девушкой. Она не была художницей, но здесь вот тоже интересно посмотреть на одежду того времени. Вот особенно интересный такой часы-браслет. Вот эта работа, это дочь Александра Ефимовича Осипова, Тамара Александровна Осипова. Это примерно 50-е годы. Она была очень яркой, интересной, красивой девушкой. И эта работа, это моя бабушка Тамара Александровна Осипова. Она дочь Александра Ефимовича Осипова. Она была очень интересным колористом. Она была маринистом, она очень много писала море. И также она писала балет. И ее палитру всегда называли перламутровой за счет нежных сочетаний цвета в тех работах, которые она писала, и акварельных, и когда она работала в технике масла. Вот. И балерина. Это в свое время я начал целую серию работ, связанных с балетом, с русским балетом. И назвал эту серию «Звезды мирового балета». Писал я эту серию уже в течение, наверное, последних 15 лет. Это изначально было как дань памяти моей бабушки, которая очень много работала в жанре балета. И это одна из тех работ, которая, наверное, начинала эту серию. Я написал ее по эскизам, которые я написал в Большом театре в районе 15 лет назад. Вот такой вот одна из балерин «Лебединое озеро». Это тот момент, когда она выходит за овациями на сцену. И вот где-то там вот в темноте зрительный зал, который рукоплещет ей. Бренд Владислав Ананишев был создан мной в продолжении семейной традиции. Все началось с моей бабушки, Китовой Надежды Максимовны, которая родилась в Пензенской области, славившись своим качеством, вышивкой и различными промыслами легкой промышленности. Первые свои курсы она закончила в 1947 году, сразу после войны. Вот эти картины 1950 года, известные «Охотники на привале» или «Розы», много раз награждались и выставлялись, в том числе в галерее Евразийского художественного союза, в которой мы сейчас и находимся. В 2019 году был впервые создан логотип бренда. Это я стою на подиуме недели моды в Москве, гостиного двора, и художник-скетчист Ксения Кудасова меня запечатлела. Изделия бренда вошли в топ-100 всероссийского конкурса недели моды от недели моды в Москве. Были многократно награждены на различных выставках, в том числе в Санкт-Петербурге, выставлялись по всему миру. У нас есть и медиапродукция, это Зимбабве, Китай, Турция, Россия. Последний показ недели моды в Москве стал финальным и был награжден юбилейной новогодней премией французского телеканала Fashion TV Россия Fashion New Awards. Работы бабушки Владислава Ананишева отличают потрясающая скрупулезная точность. Она безумно красиво чувствовала цвет. Мы видим все эти переходы, нежные переходы, второй план. И, конечно, это очень кропотливая и сложная работа. Я как художник, живописец, достаточно давно работаю над циклом «Цветы России».
И когда Владислав предложил мне такую интересную творческую коллаборацию, я с удовольствием согласился и написал для этого работу, которая называется «Яблоневый цвет». Писал я ее в течение месяца, и сегодня вот мы ее видим на нашей с вами сегодняшней презентации. Конец февраля, зима. Хоть она и красивая, а уже мы все давно, наверное, думаем о том, что пора начинаться весне. Весна – это обновление, весна – это настроение. И вот здесь такая картина. Картина, где есть цвета розовые, разных оттенков, зеленые разных оттенков и яблоневые цветы. Но яблоневые цветы – это настоящая весна. Весна, когда много воздуха, когда много солнца. По-моему, замечательная картина, которая сразу поднимает настроение, мотивирует на все, что происходит сейчас в жизни. Мне нравится. Я люблю цветы. Они заставляют меня жить, вдохновляться, творить, искать новые источники вдохновения и получать совершенно положительные эмоции. Несмотря на то, что я продюсер и больше по музыке, мне нравится и цвет, яркость. По-моему, это интересно, когда художники взаимодействуют с дизайнерами. Они переосмысливают свое наследие и коллекции через художественную призму. Vous serez surpris, mais pour moi, en tant que mannequin, les couleurs sont très importantes dans la mode. Et ce que j'aime, c'est cette explosion de couleurs à la mode. Глядя на картину, на вышивки. Что такое вышивка вообще сегодня? Это ручная работа, это от кутюр. И поэтому мне, конечно, это очень ценно и очень интересно смотреть на эти вышивки, потому что они свежие, несмотря на то, что краски уже немножечко поблекли. Но тем не менее в них есть очень много планов, очень много воздуха, и они изысканные. Вот что мне нравится в них. Это, конечно, сегодня очень дорогая, как бы такая работа, вышивка. Ну, вообще все, что от кутюр, все дорого. Вот. И я, значит, смотрю на картину, которая тоже представлена здесь в виде этих чудесных соцветий, потому что весна для меня тоже это цветение яблонь, вишен, цветов. Вообще все распускается, цветет и становится очень красивым. Но, тем не менее, вот картина, она, чтобы никого не обижать, естественно, и художника обидеть очень легко, 2-3 фразами. Я за конструктивные разъяснения и рассуждения на эту тему. Вот картина, она, понимаете, мне нравится с одной стороны, а с другой стороны она слишком для меня в лоб. Понимаете, я люблю цветовые сочетания, я неплохой колорист, и как бы я к этому имею отношение, так как я все-таки художник-модельер. Для меня принт – это очень важно. Принт должен производить на меня впечатление, как известные марки великолепных платков с цветочным рисунком, Hermès, Yves Saint Laurent, огромные имена, которые там делают очень осмысленно это, потому что работает центр композиционный, что очень важно, чтобы не было все одинаково. Есть композиционный центр, может быть и второй композиционный центр, но он поддерживает первый, работает на него. Значит, что-то есть главное, что-то второстепенное. К сожалению, вот на картине я вот вижу одинаковость. То, что немножечко напрягает меня, да, так скажем. Потому что в ней нет, к сожалению, изысканности. Я сам работаю с принтами, работаю много с принтами, и люблю цветочный рисунок. Понимаете, но она не на таком уровне, как вышивка. Там есть планов очень много. И поэтому это ценно. Понимаете, да? Вот. Но тем не менее, все может быть. Существует живопись, а существует рекламная живопись, яркая какая-то, тоже очень хорошая, привлекающая себе очень большое внимание. Вот. И, естественно, уже я гляжу на платок, здесь те же самые ошибки. Хочется его более делать, понимаете, каким-то многоплановым, не таким уж очень, как сказать, в лоб, в упор. Интерес российских брендов к арт-коллаборациям связан с большим трендом на современное искусство.
В настоящее время коллаборации с художниками выходят за рамки только модных брендов, охватывая банки, девелопмент. В России это направление активно развивается последние 5 лет, синхронно с ростом арт-рынка. Коллаборация брендов в целом имеет решающее значение для расширения охвата рынка, повышения узнаваемости бренда и привлечения новых сегментов аудитории, увеличивая шансы на успех. Образовательные программы в области дизайна одежды и текстиля часто требуют наличия портфолио, демонстрирующих художественное самовыражение и дизайнерские навыки, особенно в групповых работах и в индивидуальных. Также совместные проекты, такие как, например, Person School of Design и Alba University, являются признанными и ценными для всей индустрии. Коллаборации имеют решающее значение для поддержания свежести в реализации продуктов, а также создания уникального клиентского опыта. Художники привносят множество идей, энергии, творческой перспективы как их продуктам, так и продуктам современных дизайнеров, модельеров и так далее. Примеры российских и международных брендов демонстрируют, как искусство становится инструментом для создания эмоционального капитала, позволяя брендам усиливать свои ценности через художественные образы и выстраивать глубокую эмоциональную связь с аудиторией. Коллаборации между модными брендами и художниками представляют собой многогранное и стратегически важное явление, оказывающее существенное влияние на всю индустрию моды. Мы рады, что Евразийский художественный союз стал неким мостиком между модой и изобразительным искусством. И вот эти произведения, навеянные талантом художников, вдруг неожиданно стали элементом костюма и представлены в коллекции одежды автора. Наша аудитория, издательство Москластер и его экосистемы ищет вдохновение в искусстве, кино и деталях. В повседневной жизни они следуют готовым решениям блогеров. Поверхностные тренды не отражают их внутреннего мира, поэтому бренды выпускают совместные коллекции с художниками, ориентируясь на настроение цветовых решений их работ, а не на популярность художника и его соответствие текущим трендам. Эти коллаборации направлены на создание эмоционального опыта, где каждая деталь становится частью истории, обеспечивая умный рост. Коллаборации переосмысливают моду как форму искусства, делая ее более доступной для жизни и города. Они демократизируют современное искусство.